200 миллиардов просмотров в день шортов. Продажи упали на 20%, потому что конкуренты запустили что? Видеоконтент. Статичный контент никому не нужен, сайты никто не посещает, крупные компании попасть не могут туда. Тренд можно посмотреть с iPhone 17. Прошло какое-то время, вышли Veo 3, вышли Соры. Знаете, что произошло? Если вы занимаетесь повторением, на YouTube вам делать нечего. Просмотров у вас не будет. С этого момента ушло на более 2000 профессий. А если статистику поднять, более 10. Абсолютно верно. Абсолютно классный вопрос. Почему? 3 года это делали бесплатно, да? Что потом случилось? Ценники так поднялись вверх. Как вы думаете, смена технологических эпох сейчас происходит, либо это некое самодостаточное явление? Ребят, меня зовут Михаил Мозг. Все уже поняли, что это мой псевдоним. Я автор книги, автор YouTube-канала. И сегодня я буду говорить про свою боль. Моя боль заключается в том, что где-то 2 года назад я занимал очень высокую должность. Я работал как CTO, директор технический. У меня были свои такие крупные проекты. И когда вышел искусственный интеллект, для меня стало абсолютно ясно, что моя профессия закончилась. Она перестала существовать. Тогда я собрал такую маленькую коллегию бизнесменов. Мы сели, пообщались, и мне говорили: Миш, о чем ты говоришь? Искусственный интеллект, там, 15-20 лет, какие роботы, ты о чем? Но уже тогда стало для меня ясно, что искусственный интеллект пишет просто код шикарно. Еще в то время это было понятно, с хорошими промптами это можно было решить достаточно быстро. И я превратился в тот момент, кстати, из IT-специалиста, директора по IT-технологиям, в YouTube-блогера, да, назовем это так. Я веду свои подкасты. Дело в том, что профессия, в принципе, IT, она умерла, да, профессия как программист, она исчезла. Сейчас уже, спустя 2 года, стало ясно, что искусственный интеллект уже всех обогнал в этой сфере, да. Последнее заявление Трампа, что H-1B виза для программистов теперь будет стоить в 100 раз дороже. Программисты, в принципе, не нужны Америке, программисты не нужны другим странам. Огромная безработица, можем смотреть новости от Гугла, от Фейсбука. Там сплошные увольнения. Я жил 15 лет за границей, я работал в таких компаниях, как Apple, Amazon. Я прекрасно знаю, как там работает сейчас в целом инфраструктура, да. Поэтому, в принципе, что нам делать, да? Вот профессия закончилась, деньги, которые там были хорошие, они тоже закончились. У нас нет заказов на проекты, не нужны сайты, не нужны мобильные приложения. Крупный бизнес, он, в принципе, ждет тот хайп, когда начнется внедрение искусственного интеллекта. Все ждут use cases. Кто уже, в принципе, внедрял и пробовал внедрять искусственный интеллект каким-то крупным компаниям, там нет больших бюджетов. Есть только какие-то пробные версии. Мы хотим, попробуем, не знаем, пока рано, но и они не инвестируют в те продукты, которые сейчас существуют. Они, в принципе, их поддерживают. И там бюджет маленький, там не нужны сеньор-программисты, там не нужны талантливые программисты, хватает сейчас обычных джунов. И это тренд, ребят, это тренд, мы остаемся без работы. И я сел за стол, долго думал, чем буду заниматься дальше, деньги уходят, нужно кормить семью, у меня ребенок. И я подумал, а почему бы мне не стать блогером? Я олимпиадник, я выигрывал олимпиады по программированию, у меня большой круг общения, нетворкинг, бизнесмены, инвесторы. Моя книга про инвестиции, да, как ребята теряли огромные просто суммы денег, когда инвестировали в венчурные компании, и решение назрело. Давайте-ка я займусь Ютубом. Почему бы нет? Я буду приглашать гостей, продавать самого себя. И, в принципе, эта система у меня заработала. За моим успехом можно сейчас наблюдать. Каналу полгода. Мы почти уже дошли до 100 тысяч подписчиков. Канал работает в основном на заграничную аудиторию. Она русскоговорящая, она заграничная. Мы переводим контент на английский язык. Но к чему я хочу подойти? Почему я этим занялся? Да? Почему именно видео? Почему не реклама? Вопрос стоял достаточно серьезный, потому что когда мы рекламировали какой-то продукт, мы всегда пользовались Google рекламой. Да? Кто-то пользовался Яндексом, кто-то пользовался Фейсбуком в то время. Но за последние 2 года тренд рекламы изменился. Люди перестали посещать сайты, люди вообще перестали смотреть статичную рекламу. Вся статика, которая у нас есть, она никого не интересует. Я часто езжу в метро, все, что я вижу, это люди что делают? Смотрят шорты, маленькие видео. То есть вся реклама перешла именно в видеоконтент. Ее стало делать легко, доступно,
И, в принципе, если вы откроете TikTok, теперь ролик стоит там цент, 2 цента сгенерировать, и он может попасть в топы. Как бы смысла делать статичную рекламу, в принципе, нет никакого. Вот буквально неделю назад у меня была встреча серьезная с одним руководителем одного холдинга, российского, кстати, который сказал, продажи упали на 20%, потому что конкуренты запустили что? Видеоконтент. Они продают на Wildberries, и, по сути дела, конкурент слабее, конкурент не имеет такой продукции, но потому что у него есть видеоконтент, у него появился новый бренд, люди начали покупать его лучше. И, конечно же, созрело решение не только делать канал, да, про искусственный интеллект и вообще как видоизменяются профессии, а как бы создавать свой бренд. Я решил создать свой бренд. И вот буду над этим сильно работать. Можете канал смотреть, там очень много разного контента, чуть позже об этом расскажу. И подоспела к нам статистика от YouTube. Совсем недавно, в августе, оказывается, что 200 миллиардов просмотров в день шортов. Слабо кому-то такую одолеть систему? Да вот никому это, в принципе, не по силам. Даже ТикТоку, потому что YouTube, как основная площадка для видеоконтента, является лидером. И они борются с искусственным интеллектом прямо сегодня. Сейчас я буду об этом рассказывать. Вывод какой? Статичный контент никому не нужен, сайты никто не посещает. Искусственный интеллект, он вообще игнорирует какой-либо статичный контент. Он его не может вообще как-то контролировать. Каждый день, когда мы выходим, вот, просыпаемся, выходит сайт, там 10 тысяч статей, на другой день там 20 тысяч статей, все это генерируется, никому это абсолютно не нужно. И искусственный интеллект начал обрабатывать что? Видеоконтент, где еще существуют хоть какие-то авторы, где существует хоть какая-то логика, какой-то смысл, какие-то сценарии. И поэтому попадать именно в ранжировку Ютуба, если вы, в принципе, потеряли сейчас свою профессию, потеряли доход, имеет огромный смысл. Можете выпускать свои ролики, свой контент, и, возможно, когда-то искусственный интеллект сочтет, что ваш контент интересен, и вы попадете в ранжировку. Крупные компании попасть не могут туда. Понимаете, в OpenAI, когда выпустил последнюю версию чата GPT, там нету крупных компаний, там попадают такие узкоспециализированные запросы, ролики, где только 100 просмотров. 100. Раньше, чтобы такой контент найти на YouTube, это, в принципе, было невозможно. А вот тот же самый Google Gemini, он выдает точно такие же запросы. Так. И какая проблема стала перед YouTube? Вот 2 года назад, получается, вышел OpenAI. Что сделали авторы? А авторы, которые вот маленькие, у них небольшое количество подписчиков, они начали очень хорошо генерировать описание к ролику, они хорошо начали попадать в SEO-запросы, они хорошо начали писать сценарии. И получается, что если теперь какой-то автор трендовый выпускает какой-то серьезный ролик, сразу же на следующий день выходит 10 таких роликов. Тренд можно посмотреть с iPhone 17, понимаете? Не успела еще презентация догореть, ее досмотреть, уже вышли обзоры на iPhone 17, понимаете? Насколько быстро все развивается. На следующий день 10 тысяч, 100 тысяч и так далее и тому подобное. Люди очень быстро начали выпускать контент. Для YouTube это просто катастрофа. Понимаете? Он раньше как делал свой поиск? Да, как он вообще редактировал контент? Он смотрел, что эта как бы тема интересна. Попадал этот ролик в тренд, он там был 2, там, может быть, 3 недели. Да, потом выпускались другие ролики, но это все равно нужно было время. Написать сценарий, собрать команду, там, снять. То сейчас это занимает, кто этим занимается, считанные секунды. В принципе, там за день можно хорошую картинку сделать. И этим сейчас, в принципе, все занимаются. И тогда YouTube подумал, а что же я буду делать теперь? Как я буду выживать? И он начал не просто анализировать контент, а он начал анализировать каждый фрейм. Когда вы проигрываете ролик, он анализирует реакцию вашу, что на этом ролике находится, какую эмоцию показывает автор. Хуже того, прошло какое-то время, вышли VO3, вышли ссоры. Знаете, что произошло? И это начали копировать очень хорошо. И это сейчас, в принципе, как бы тренд YouTube тоже спал. Вот последние апдейты, который вышел именно в августе, они прям и говорят, прям четко, мы вас не пустим на канал, вы не будете монетизироваться, если у вас контент не уникальный. Если вы копируете какого-то подкастера, вот я сейчас буду посылать свою форму, да, на заявление на YouTube, чтобы стать партнером YouTube, мой контент должен быть уникальный, гости, которые ко мне приходят, должны быть уникальны, информацию, которую они несут, должны быть уникальные.
И в этом вся как бы такой смысл. Если вы повторяете чей-то контент, вы уже туда не попадете. Более того, YouTube просит теперь снять видео, что вы реальный человек. Ролики, которые появляются десятками тысяч, эти шорты, да, автоматизированные, там игры, какие-нибудь мелкие мультики, все, они не монетизируются. А раз они не монетизируются, тогда нет смысла их выпускать на YouTube. Какой смысл? И упали просмотры. Посмотрите последнюю статистику, что говорят авторы. Упали авторы у топовых блогеров, того же самого мистера Биста, да, кто-то смотрит, у кого есть дети. У него упали просмотры, и серьезно упали, там 20-30%. Пока ждем, мы не знаем, что будет дальше. Но YouTube поменял правила. Где-то это хорошо, где-то это плохо. YouTube, в принципе, дерется с искусственным интеллектом, делает это, по крайней мере, успешно на сегодняшний день. Можно приходить с уникальным контентом, можно что-то снимать, можно что-то делать. Главное, не повторяться. Поэтому, если вы, в принципе, работаете с искусственным интеллектом уже сегодня, подумайте, какую нишу вы хотели бы занять. Главное, не занимайтесь повторением. Если вы занимаетесь повторением, на YouTube вам делать нечего. Просмотров у вас не будет. Поэтому проблема достаточно серьезная, но с другой стороны, почему я, в принципе, пришел в YouTube? У меня же профессии другой нету. Я хочу заниматься теперь своим брендом. У меня есть такая идея создать свой личный бренд, выпустить линейку своих продуктов. Наблюдайте за каналом. Будете смотреть, как это будет получаться, получается ли это, да. И YouTube — это, ребята, недешево. YouTube — это дорого. Для того, чтобы ранжироваться на YouTube, помимо самого крутого контента, вы должны сейчас закупать рекламу. И закупать рекламу, скажем так, не просто рекламу, она очень дорогая реклама. YouTube, в принципе, сейчас вот эти, как кто-то пользовался накрутками, ботами всякими различными, вообще не работает. Только сделайте себе хуже. Вы обязаны у них покупать рекламу, вы новый канал, он вам не даст подписчиков, не даст просмотров. Там борьба, там война идет за просмотры. Потому что бренды почувствовали запах, да, что продажи падают, они тоже выходят на YouTube, они создают свои бренды. У них раньше они даже об этом не думали. Какой-то там бренд, который продает какую-нибудь там электронику, да, там третьего характера, что они будут выпускать, создавать ролики, обзоры, создать какие-то истории интересные. А им сейчас приходится, потому что статика у нас полностью умерла. Клиент не покупает больше продукт, когда он статичный. И это можете спросить у статистики Wildberries. Он вам это точно расскажет. Но хорошо, теперь все начали выпускать эти ролики, бренды. Знаете, какой у меня запрос самый большой? Создайте клона. Я буду этого клона, да, какого-то руководителя. Будет сценарий этого клона, и он будет каждый день записывать по новому ролику. Ну, возможно, Инстаграм и ТикТок так будет работать еще долго, мы не знаем, да, там, ну, у Ютуба точно это уже давным-давно все закрыто. Получается, что будут говорящие головы, будут клонирование, одно и то же, там, загружаете книгу, он уже эксперт, да, кто пользовался такими продуктами, как Google ноутбук, LLM, знает, что подкаст генерится ровно 2 секунды. Я так говорить быстро не умею, как он генерит подкасты, профессиональные, 2 человека. Так классно рассказывают, что любые подкастеры просто обзавидуются. И теперь Google сказал так, что если выходят клоны, это не настоящий человек, он анализирует каждый фрейм, с каждым разом это все тяжелее, да, он просит снимать видео. Что будет дальше, мы будем смотреть. Есть новые технологии, подкастеры их используют, я их также использую в своих видео, чтобы дать понять Google, что я являюсь человеком, а не клоном, но говорящих голов уже не будет. Вот те люди, кто снимает контент и просто смотрит с камеру, забудьте о них. Это практически невозможно проанализировать, где настоящий человек, где вообще клон. И, в принципе, этот контент никому не интересен. Уже 2 человека в кадре, да, заметили, что самые популярные ролики — это 3 человека в кадре. 3 должно быть. То есть 2 уже мало, уже 2 можно сгенерировать хорошо. А вот 3 еще проблема. Если у вас 3 человека в кадре, в принципе, тогда YouTube понимает, что вы не пользуетесь искусственным интеллектом. И тогда он начинает вас показывать. Он четко объявил политику. Мы боремся с искусственным интеллектом. Нам нужны авторы. Что делает TikTok, что делает Instagram, одному богу известно, потому что там, мне кажется, платформы умирают, столько много рекламы, люди там что-то перещелкивают. Я вижу, как YouTube, в принципе, становится домашним телевидением. Да, они об этом тоже объявили об этом уже давно. Дети, да, смотрят все различные каналы, родители включали этот YouTube-канал на большое телевидение, потом сами начали привыкать и смотреть ролики тоже по телевизору, и YouTube сказал: мы теперь домашнее телевидение, и нам подавайте контент как на телевидении. Качество роликов увеличилось, продакшн стал намного дороже. Конечно, искусственный интеллект это все как бы срезал, да, в момент, в принципе, можно создавать даже и какие-то мини-фильмы. На моем канале, кстати, я объявил, что буду делать фильм с помощью искусственного интеллекта. Посмотрим, как это получится. У меня это к концу следующего года должен выйти. Можете посмотреть, да? Но куда мы приходим? Весь мой канал — это про то, как я рассказываю, как видоизменяется профессия с помощью искусственного интеллекта.
Вот пообщавшись с некоторыми коллегами сегодня, стало ясно, что профессии, которые от нас ушли, их еще больше. IT, казалось бы, та профессия, которая должна была уйти последняя, мы же изобрели искусственный интеллект, она ушла первая. До этого ушли у нас художники, когда появились фотографии. Каждого затронет эта вот проблема, рано или поздно. Не думайте о том, что эта проблема от вас уйдет. Мы постоянно об этом говорим. Я выступал в финансовом университете в прошлом году, и этот вопрос поднимался. С этого момента ушло на более 2000 профессий. А если статистику поднять, более 10. Профессии не просто некоторые уходят, а видоизменяются. И все мы будем стоять здесь и пытаться продать свои услуги, рассказать о себе. Я сейчас нанимаю человека на работу, да, мне там нужен специалист-тестировщик. У меня 2500 резюме, и все одни как под копирку, одинаковые. Они все одинаковые. Как мне, человеку, руководителю, выбрать нужного специалиста? Мне нужно с каждым поговорить лично. У меня нет столько времени, ребят, потому что все резюме сгенерированы искусственным интеллектом. Все специалисты высшего уровня. Понимаете, эта проблема достаточно серьезная. Что получается? Чтобы теперь специалисту ко мне устроиться на работу, он должен мне прислать видео. Мне ребята реально присылают видео, что они вот работают, они хотят работать, да, они стоят в очереди, чтобы попасть ко мне на собеседование. У меня там последнее, наверное, мое интервью будет только в конце декабря. Кто-то мне писал, что можно ко мне записаться на интервью, это в конце декабря. Представляете? Безработица очень серьезная. Если, допустим, лет 5 назад, да, там на роль того же самого тестировщика было 200 человек на место, то сейчас 2500, в 10 раз. Это все высококвалифицированные специалисты. И это мы только начали, ребята. Это как ком. Нету IT-специалистов, значит, мы не пойдем, не потратим деньги в кафе, не пойдем к медицинскому доктору, не пойдем делать массаж. Мои знакомые, кто занимается медициной, они сказали, у нас спад, у нас зубы уже не делают, стоматологи не зарабатывают. Понимаете? Это экономический кризис. И вот продавать мы будем свои услуги только через видео. Вы будете снимать свои видео, как-то будем подтверждать, что это не искусственный интеллект, будете придумывать все различные ролики, чтобы попасть на работу, чтобы вы могли рассказать о том, какой вы специалист, какие у вас есть навыки. И это будет, ребята, это не смешно, так оно есть. Если я уже сегодня не могу выбрать человека на работу, потому что 2000 одинаковых резюме и непонятно с кем общаться, то что будет дальше, одному только Богу известно. Поэтому, скорее всего, вы рано или поздно придете в тот момент, когда вы также будете записывать ролики, сядете за компьютер, включите какую-то камеру и скажете там «Меня зовут Михаил», и будете рассказывать, что вы умеете делать. Видеорезюме. К этому мы приходим очень быстро. И у нас есть две категории людей. Почему-то какие-то люди считают, что искусственный интеллект уже сегодня, да, со всем прогрессом, который мы видим, компаниями, Google трансформируется, Amazon трансформируется, Илон Маск кричит и говорит, что «Ох, у нас проблема, у нас искусственный интеллект». Закрывает там свои Тесла, оттуда достает деньги, вкладывает в Грок, да, и говорит, что, ребята, будущее за роботами. Есть люди, которые думают, что искусственный интеллект еще нет. Мы не об этой эпохе. То есть у вас есть два варианта сегодня. Поверить, что искусственный интеллект существует и начинать уже к нему привыкать, либо вот остаться в будущем без работы, потому что потом обучаться им будет намного тяжелее и сложнее, конкуренция будет намного выше. Обучаться им, ребята, очень сложно, это нелегко, это не 2 раза там промпт написал. В каждой профессии свои нюансы, очень серьезные. Так, следующее. Так, немножко о своем канале. Значит, я выпускаю контент развлекательный, семейный. Да, вы можете посмотреть подкасты разных людей. У меня есть 2 типа подкастов. Один называется «Интервью», когда гости известные рассказывают о том, как они видят, будет происходить вот трансформация, да, с искусственным интеллектом. И есть подкасты, люди, которые уже сегодня чувствуют на себе проблему искусственного интеллекта, как профессии видоизменяются. Вот у меня последний подкаст был с фитнес-тренером, да, он говорит, что наша профессия уже исчезла. Мы, в принципе, будем трансформироваться еще быстрее, чем все остальные. Поэтому можно посмотреть. Да, я, в принципе, это делаю бесплатно, канал благотворительный, я на нем вообще ничего не зарабатываю. Там денег, в принципе, на Ютубе нет. Ютуб давно уже его не монетизирует. Вообще, в принципе, монетизация на Ютубе, она очень слабенькая. Но с этим можно делать какой-то там продукт, self-бренд. Посмотрим, как у меня это получится. В начале следующего года будет мой первый продукт. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите. Буду очень рад вашей аудитории, каким-то комментариям, отзывам и вообще пожеланиям. Если у вас есть какая-то профессия интересная, если вас уже так как бы коснулось,
Я в своем последнем подкасте, у меня известная такая ведущая журналистка брала подкаст, и я выставил на своем YouTube-канале, она, в принципе, спросила: Миш, что будет дальше? Я думаю, дальше будет катастрофа. Мы просто об этом еще не знаем. Это будет покруче, чем ковид, потому что люди останутся без работы. Если в ковиде, в принципе, можно было вылечить и понять, что все вернутся на работу, то там вообще непонятно, что будет. И мы это смотрим очень сильно по тем решениям, которые применяются в первую очередь в Америке, где искусственный интеллект уже находится в каждом бизнесе. Буквально год назад в Америке очень сильно пошла программа у больших крупных компаний о внедрении искусственного интеллекта. Они не просто не нанимают специалистов, они приходят прямо напрямую к OpenAI и говорят: вы наш партнер, мы хотим с вами работать. Нам вот эти ребята, которые агентов изобретают, да даром не нужны. Что эти агенты могут? У меня миллиарды, там не то что миллиарды, а триллионы гигабайт данных, я никогда в жизни не смогу вот так вот через промпты их проанализировать. Это другой уровень, это совершенно не масштаб. Ребята, кто в IT работают, кто прям глубоко погружены, они знают, что можно имейл проверить. А что такое промерить 100 тысяч имейлов? Это другая совершенно задача, она сложная. Там можно обанкротиться, использовать искусственный интеллект. Поэтому, ребят, буду рад вашим каким-то отзывам, да. Так, смотрим. Ну, все, на это, конечно, наш слайд. Если есть какие-то вопросы, я буду рад вопросам. Тема у меня сегодня, она, в принципе, длинная тема. Я буду читать лекции еще и на других форумах, да, и выступаю, вот я выступал в университете, буду тоже выступать в университетах на эту тему. Появятся и курсы, и все остальное совсем скоро. Вот 20 минут как бы не хватит все раскрыть, но если какие-то есть прям насущные вопросы, я на них отвечу. Да, давайте. Да, вот вы рассказали красочно все об искусственном интеллекте, он всех заменишь. Но недавно видел статистику, не знаю, может, она неправильная, что искусственный интеллект всего 3% ВВП сейчас занимает. И то, что не, как там, не охватывает все подписки, все затраты компании на искусственный интеллект. Более многие бесплатные модели. Абсолютно верно, абсолютно классный вопрос. Почему? Да, да, конечно, да. Не будет очень много разговоров, что будет пузырь искусственного интеллекта, то, что очень многие на него надеются, очень много цифр. Правда, Ребят, начну с того, что я написал свою книгу год назад, и я писал ее как бы днем и ночью, потому что выходила модель О1, и я хотел попасть в тот период времени, который называется исторический. Когда появилась модель О1, тогда уже можно было писать настоящие книги. Я вот ее год назад выпустил, был очень тому рад, что она вышла до того момента, как OpenAI объявил, что вышла как бы эта версия. Потому что все книги, написанные после этого периода времени, они написаны с искусственным интеллектом. Хоть хотите, не хотите, для AI это как бы новая эра, да, вышли эти модели Reasoning, которые могут анализировать огромное количество информации, и, в принципе, эти книги после этого, они, ну, мало имеют какого-то большого значения, и люди, которые сейчас, вот у меня будут некоторые авторы книг, которые еще до этого сочинили свои книги, сейчас они их издают, в принципе, им уже сейчас будет тяжелее как-то об этом рассказать искусственному интеллекту, что это не придумано вместе с ним. Про пузырь. Помните, когда-то был такой сервис, назывался Google Photos, да, и его давали всем бесплатно. Загружайте все свои фотографии бесплатно. Все. Видео бесплатно, абсолютно. Они 3 года это делали бесплатно, да. Что потом случилось? Ценники так поднялись вверх, что, чтобы мне сохранить свои фотографии, я сейчас плачу или $100 в месяц, да, там, за весь мой контент семейный. То же самое будет и с OpenAI, и с Google, и со всеми остальными. Они вас подсадят на эту технологию, а потом цены рванут настолько сильно вверх, как вы объяснили. Это дорого. И это дорого. Я уже говорил в своем ролике, в своем подкасте, можете его посмотреть. Атомные станции целые строятся. Их не одна, их несколько. Это атомная станция. Мы куда идем? Это очень тяжело. У нас дата-центры, в принципе, справлялись неплохо, да, там с контентом. А тут атомная станция. Это сколько дата-центров нужно нам будет поддерживать. Поэтому, в принципе, вопрос абсолютно верный. Нас сейчас подсаживают, он бесплатный, а все прибыль получат чуть попозже. И мультимиллиардные, мультитриллионные прибыли. Один контракт там с Пентагоном на $100 миллиардов уже говорит о чем-то, что это дорого, ребят. Поэтому, надеюсь, я ответил на вопрос полно. Представьте, как вас зовут? Меня зовут Артем. Артем. Как вы думаете, смена технологических эпох сейчас происходит, либо это некое самодостаточное явление внедрения искусственного интеллекта в технологиях, в жизни? Благодарю за вопрос. Можете присаживаться. Ребят, кто-то читал вот книгу Стива Джобса? Как он изобретал Mac, да? Там с ниоткуда, да, там столько ученых там трудились за какими-то там космическими технологиями в Калифорнии. Диоды эти изобрели, потом бац, появился компьютер. С ниоткуда, вот прям не со зрения такое сошло, и резко все компании начали делать эти микрочипы.
А до этого мы что-то не могли сообразить, да? У нас столько ученых, которые изобретают криптографические прям серьезные механизмы, да, не могли додуматься, что обучить искусственный интеллект, это надо просто больше данных. Это смешно, понимаете? Кто занимается вот прям глубоко этой наукой, это смешно, что нам не хватило знаний и ума додуматься, что нужно попробовать обучить эти искусственный интеллект на каких-то более высоких технологиях. Да, чушь, я думаю, это все конспирология, это, скорее всего, действительно было создано каким-то ученым в лаборатории, все нам сейчас показывают, это все ерунда, потому что я работал в этих компаниях, там работали гениальные специалисты, гениальные программисты, до этого мы бы додумались бы точно, в том числе я бы, скорее всего, до этого бы додумался. Там что-то другое, скорее всего, какие-то произошли интересные тестовые особенности, как часто проводятся, да, огромное количество тестов в лабораториях, и потом, скорее всего, где-то заметили какую-то пропорцию и уже начали как-то больше обучать. Да, помним эту историю, да, с Сэмом, что якобы Илон Маск там проинвестировал, он сказал, да никуда эта технология не пойдет, да ерунда это все. Потом подошел Билл Гейтс, как оказалось, говорит, ребята, я там кое-что знаю, давайте дальше делать. И теперь, оказывается, OpenAI уже работает напрямую с Apple, да, то есть последний 17-й iPhone, это все, там, скорее всего, половина OpenAI встроена про анализ. Поэтому я думаю, что вопрос верный. Я думаю, что, скорее всего, это технологическое какое-то будущее. Нас к этому как-то готовили, ее сейчас дали. Вот даже по последней версии GPT-5 можно было понять, что ее урезали. Да, вот многие компании говорят, от прогресса не было. Там мы думали, что в 2 раза лучше начнет работать, а промпты стали хуже работать. А кто вам сказал, что OpenAI — это платформа? Кто вам сказал, что он даст вам зарабатывать на агентах? Они сразу же выпустили агента на следующий день. Сказали, а зачем нам агенты? Это наш бизнес, мы будем агентами заниматься. Это не платформа, это часть инфраструктуры нашей. Google выпустил там, не знаю, 2 или 3 продукта, где он пишет свои агенты автоматически. Там 2 кнопки нажал, и пожалуйста. Зачем нам эти все сервисы, которые, ой, агенты, там, я вот каждый день слушаю, давайте агентов писать. Я говорю, а что мы будем с ними делать, с этими агентами? Будем проверять имейлы, будем что там делать, генерировать ролики. Ничего это не будет работать, потому что помимо агентов нужна инфраструктура, нужна безопасность. Потому что OpenAI агент, он что делает? Он заходит в браузер, вы вводите свой пароль, он как бы проверяет то, что вы являетесь этим человеком, отдает. Ну, это целая инфраструктура. То такого вот обычным компаниям очень тяжело сделать, это очень дорого. Ребят, я буду заканчивать. Прекрасная аудитория, всем спасибо. До новых встреч. Спасибо.